Курт Кобейн, выдающийся американский музыкант, являлся лидером и вокалистом группы Nirvana, которая стала одной из ключевых фигур гранжа. Он родился 20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон. Свою музыкальную карьеру Кобейн начал в подростковом возрасте, выступая в различных группах. В 1987 году он основал Nirvana совместно с Кристом Новоселичем и Дэйвом Гролем. Nirvana завоевала мировую известность благодаря своим альбомам Nevermind 1991 года и In Utero 1993 год, которые оказали значительное влияние на развитие альтернативного рока. Кобейн был известен своим харизматичным образом и андерграундным стилем жизни. Его трагическая гибель 5 апреля 1994 года оставила глубокий след в музыкальной индустрии и сердцах поклонников по всему миру. Курт Кобейн оставил неизгладимый след в истории музыки, став одним из самых влиятельных и значимых музыкантов своего времени. Американская художница, музыкант и модель Фрэнсис Бин Кобейн уже попала в заголовки газет, как только родилась, из-за популярности ее родителей, певицы Кортни Лав и фронтмена Nirvana Курта Кобейна. Фрэнсис родилась 18 августа 1992 года в госпитале Сидерс-Синай в Лос-Анджелесе. Еще до ее появления на свет беременность Кортни Лав активно обсуждалась. Ходили слухи, что, находясь в положении, знаменитость употребляла героин. В конце концов, служба опеки начала расследование в отношении супругов. Когда Фрэнсис было 2 недели, ее на время забрали из семьи, но затем вернули, не обнаружив, что жизни девочки что-то угрожает. С тех пор у нее была очень бурная жизнь, с многочисленными взлетами и падениями. 1 апреля 1994 года Фрэнсис Кобейн навестила своего отца в реабилитационном центре в Калифорнии. Это была их последняя встреча. Неделю спустя Кобейн был найден мертвым в собственном доме. В дальнейшем девочку воспитывала ее мать, а также тети и бабушки по отцовской линии. В 2003 году, после того, как у Кортни Лав случилась передозировка наркотиками, ее лишили опеки над дочерью. Фрэнсис воспитывала бабушка. В 2005 году актриса восстановила опеку над ребенком. Единственная наследница Курта Кобейна ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому свободно и много найти информации о ней не получится. Но я постарался найти все, что смог, о том, как живет единственная наследница знаменитого Курта Кобейна, а также какое унаследовала состояние от отца. Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав выросла творческой девушкой. Она пишет картины и сочиняет песни. Своим творчеством Фрэнсис часто делится с подписчиками в соцсетях. Одну из своих песен «Angel» она посвятила покойному отцу. Я надеюсь, что он будет гордиться тем, кем я являюсь, даже если ему не нравится искусство, которое я создаю, рассказывала она в 2018 году в интервью. Фрэнсис была замужем дважды. С 2014 по 2016 год она состояла в браке с певцом и гитаристом Исайей Сильвой. Развод был непростым, так как пара должна была поделить между собой имущество, включая то, которое перешло девушке после смерти известного отца. В результате решения суда Исайе Сильве досталась гитара, с которой солист группы Nirvana выступал на MTV Unplugged в ноябре 1993 года. В 2021 году Фрэнсис начала встречаться с профессиональным скейтбордистом и музыкантом Райли Хоуком, сыном известного скейтбордиста Тони Хоука. Поженились Фрэнсис и Райли 7 октября 2023 года. Ведущим церемонии стал фронтмен группы REM Майкл Стайп. Так что связь наследственной невесты с рок-музыкой налицо. Визуальный художник, номинированный на премию Эмми, это все про нее, теперь живет здоровой жизнью, полностью отказавшись от алкоголя и наркотиков с 2016 года. Согласно изданию Celebrity Net Worth, Фрэнсис Бин Кобейн имеет огромный собственный капитал в размере $200 миллионов, во многом благодаря наследию своего отца.
Фрэнсис Бин Кобейн является единственным ребенком любви Кортни Лав и музыкальной иконы Курта Кобейна. У Фрэнсис было тяжелое начало жизни из-за наркотиков Кортни и службы опеки, но Фрэнсис смогла вернуться к своим родителям и жить нормальной жизнью. Однако, как только все начинает стабилизироваться, ее отец Курт Кобейн из гранж-рок-группы Нирвана покончил с собой, когда ей было всего 2 года. Поскольку она была единственным ребенком фронтмена Нирвана, она автоматически наследовала его огромное состояние, поскольку Нирвана является одной из самых продаваемых рок-групп всех времен. Фрэнсис сразу наследовала огромную сумму денег, а как только ей исполнилось 30 лет, она получила право на трастовый фонд в размере $200 миллионов. Она также является единственным владельцем прав на рекламу Курта Кобейна. Изначально права контролировала Кортни, но с годами она накопила огромные долги. В конце концов, она взяла ссуду из трастового фонда Фрэнсис в размере $2,75 миллиона, но была вынуждена отказаться от прав на рекламу. Как только Фрэнсис исполнилось 18 лет, она регулярно получала около $100 000 в месяц за права, инвестиционные дивиденды и гонорары за произведение искусства Курта. Жить на $100 000 в месяц – определенно мечта для большинства людей. Однако Фрэнсис призналась, что временами указанной суммы не хватало. Иногда она тратила в 2 раза больше, чем месяц, из-за своего роскошного образа жизни. Не помогало и то, что в то время она тяжело боролась со злоупотреблением психоактивными веществами. Фрэнсис призналась, что то, как жили ее родители, повлияло и на ее жизнь. Она также рассказала, что чувствовала себя виноватой, унаследовав столько денег. Она думает, что ее отношение к деньгам относительно отличается от отношения нормального человека, поскольку она их не зарабатывала. Она добавила, что чувствует, что деньги, которые она использует, получены от кого-то, кого она никогда не встречала. И это похоже на кредит, от которого она никогда не избавится. После долгих лет чрезмерной жизни к ней наконец пришло озарение в 2016 году, когда она решила остановиться и избавиться от своих зависимостей. После многих лет саморазрушения она смогла правильно распоряжаться своими деньгами после того, как завязала с наркотиками и алкоголем. Хотя Фрэнсис и привыкла жить экстравагантно, сейчас у нее улучшились навыки управлением деньгами и финансами траста. На огромные деньги, которые она накопила за эти годы, она смогла купить потрясающий пляжный дом за $2,3 миллиона, расположенный в прекрасном районе Пойнт-Лома в Сан-Диего. Пляжный домик расположен на площади в полгектара земли, вдали от улиц, защищенный воротами и заборами. В настоящее время Фрэнсис живет в пляжном домике с великолепным плавательным бассейном, площадкой для костра и забавным игровым домиком. Переезд Фрэнсис на солнечные берега Сан-Диего пойдет на пользу ее психическому здоровью. Недвижимость представляет собой модернизированный дом с открытой планировкой. Она всегда жила изысканно, так как до переезда в пляжный домик жила на Голливудских холмах. Дом в испанском стиле представляет собой виллу с 4 спальнями и собственной студией звукозаписи. Затем она продала недвижимость за $2,7 миллиона и переехала к безмятежной жизни рядом с пляжем. Несмотря на значительное наследство Фрэнсис, она предпочла жить в скромном особняке в Сан-Диего, которое ей нравится больше других. 17 сентября 2024 года 32-летняя Фрэнсис Бин Кобейн впервые стала матерью. Она родила мальчика. Об этом она сама сообщила в соцсетях. Фрэнсис выложила серию фото с маленьким сыном, которого она и ее муж, 31-летний сын известного скейтбордиста и предпринимателя Тони Хоука, Райли, назвали Ронином Уокером. «Добро пожаловать в этот мир, мой прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала Фрэнсис. Тони Хоук уже оставил под публикацией свой комментарий: «Мой любимый внук». Фрэнсис занимается в настоящий момент воспитанием ребенка и как творческая личность продолжает дальше творить в художественном и музыкальном плане, но и про работу модели никто не забыл. Уверена, она нас еще и не раз порадует своим творчеством, которым делится в соцсетях, а также не забывает о своем отце.
Если ваш родитель хоть немного известен, папарацци будут преследовать вас на каждом шагу, чтобы выяснить, в какую школу вы ходите, с кем дружите и есть ли у вас няня. А если ваш папа Майкл Джексон, то готовьтесь к тому, что даже спать вам придется под вспышками фотокамер. По крайней мере, именно так свою жизнь описывали Пэрис, Принц и Бигги Джонсон, дети покойного поп-короля, песни которого звучали в плеерах по всему миру. Известно, что Джексон пытался оградить детей от навязчивых таблоидов, надевал на них забавные маски или покрывал голову платком, однако потомкам певца все равно не удалось избежать ошеломляющей славы. После похорон Майкла Джексона в 2009 году снимки его детей стали объектом желания папарацци по всему миру. В этом видео я вам расскажу, как выглядят и чем занимаются наследники поп-короля Майкла Джексона. Первый ребенок Майкла Джексона и его первой жены и бывшей медсестры Дебби Роу появился на свет в 1997 году в Лос-Анджелесе. Когда принц родился, Майкл произнес трогательную речь. «Не могу передать словами, что я чувствую. Я был благословлен до невозможности. Я буду неустанно работать над тем, чтобы быть лучшим отцом, каким я только могу». Спустя 25 лет уже принц растрогал поклонников воспоминаниями об отце. «Я думаю о нем каждый день. То, чего мне больше всего не хватает, это его рук. У него были невероятно сильные, но мягкие руки». Брак Дебби и Майкла продлился недолго, и после их развода в 1999 году певец получил полную опеку над детьми, которые поселились на ранчо Неверленд. Но после смерти отца им пришлось покинуть особняк и переехать к матери Майкла, Кэтрин Джексон. После школы принц Джексон выучился на деловое администрирование в университете Лойолы Марymount. Еще студентом принц открыл благотворительную организацию HEL, которая доставляла продукты и лекарства людям во время пандемии коронавируса. В интервью принц говорил, что его отец гордился бы им. «Я очень благодарен, что у меня есть такое чувство, что все должны помогать друг другу. Это произошло из-за того, как он нас воспитал». Кроме благотворительности, принц одержим мотоциклами и даже завел свой канал, где рассказывает о своих мотопоездках по Калифорнии. Также Джексон снимает видеореакции на фильмы с своим двоюродным братом Таджем и сводным братом Бигги. Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Пэрис Джексон получила свое длинное имя в честь города, в котором была зачата, своего отца и бабушки по папиной линии. Девушка называла смерть отца самым тяжелым периодом в своей жизни. Собственно, свидетелями подавленного состояния Пэрис была вся Америка. Так, Пэрис несколько раз пыталась покончить с собой, а в 2015 году ее даже госпитализировали после попытки наложить на себя руки. Это была ненависть к себе, низкая самооценка и мысли о том, что я ничего не могу сделать правильно и недостойно жить дальше. В 2019 году Джексон добровольно легла в психиатрическую клинику, чтобы разобраться в себе и наладить ментальное здоровье. И у нее это получилось. Она начала давать интервью и возобновила занятия музыкой. «Все в моей семье занимаются музыкой. Я же Джексон». После развода Дебби и Майкла в 1999 году Пэрис жила с отцом и почти не видела маму. Даже после смерти Майкла их встречи были не такими частыми. Как мы говорили, Пэрис с братьями поселилась у родителей Джексона, и только будучи подростком, сама Пэрис решила встретиться с матерью. Это очень круто – познакомиться с ней, увидеть, насколько мы похожи, узнать, какая музыка ей нравится. Просто круто иметь ее в качестве друга. Но отношения Пэрис с семьей отца больше напоминали борьбу, чем дружбу. После его смерти она жила с религиозными бабушкой и дедушкой, которые резко осуждали поведение Пэрис. Я дошла до того, что уважаю их и люблю их. Я уважаю их убеждения, я уважаю их религию. Я нахожусь в точке, где не ожидаю, что они отложат в сторону свои убеждения и религию. Ожидания приводят к обиде. То, что люди думают обо мне, не мое дело. Сейчас Пэрис продолжает дело отца и занимается музыкой. Она выпустила сольный альбом Wilted и также публикует отдельные синглы. Кроме того, Пэрис представляет бьюти-бренд КВД и снимается в сериале «Американская история ужасов». В своем интервью Пэрис часто упоминает отца и говорит,
что без него не было бы и ее сегодняшних достижений. Сегодня ему было бы 65 лет. Он вложил 50 лет крови, пота, слез, любви и страсти в то, что он делал, чтобы я могла стоять здесь на сцене и петь в микрофон. Я обязана ему всем. Также дочь Майкла Джексона, Пэрис, объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного музыкального продюсера и диджея Джастина Лонга. Об этом девушка сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram. Актриса поделилась радостной новостью в день рождения жениха, выложив снимок, на котором Джастин делает ей предложение руки и сердца. Пост она сопроводила трогательной подписью: «С днем рождения, мой дорогой Блу! Я не могла и мечтать о более идеальном человеке. Спасибо, что позволил мне быть рядом с тобой. И я тебя люблю», — написала девушка. Известно, что Пэрис Джексон и Джастин Лонг состоят в отношениях с 2022 года. До этого актриса встречалась с музыкантом Габриэлем Гленном, но отношения завершились по неназванным причинам. Бигги Джексон. При рождении Бигги получил имя принц Майкл Джексон II, но оно показалось ему слишком громким, поэтому близкие начали называть его Бланкет, а позже парень сменил имя на Бигги. Из всех детей Майкла Джексона он единственный сторонится популярности и почти не ведет социальные сети. И известно, что Бигги очень близок с принцем и называет его лучшим другом. Оба сына Джексона увлекаются научной фантастикой и исследований в области экологии. Собственно, последнее и занимает ум младшего сына поп-короля. Я действительно думаю, что это важно, чтобы каждый из нас знал об изменениях климата. Нам нужно немного больше работать, но наше поколение знает, как важна эта тема. Но Бигги близок не только с братом, но и с сестрой. В день совершеннолетия брата Пэрис трогательно обратилась к нему в социальной сети: «Я меняла его подгузники. Это такое испытание. Горжусь красивым, умным, проницательным, смешным и добрым молодым человеком, которым он стал. Он любит уединение. Так что это все, что я должна сказать». Сын Майкла Джексона, Бигги Джексон, который редко появляется на публике, приехал вместе со своей семьей на прощание с дядей Тита Джексоном. На церемонию прощания Бигги Джексон приехал в классическом черном костюме, туфлях, лоферах, разбавив образ белыми носками и рубашкой. Таким образом, младший сын Джексона тонко подражает своему отцу, частью фирменного стиля которого были черные мокасины с белыми носками. Также попрощаться с дядей приехали старшие дети Джексона: сын принц Майкл Джексон I и дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Наследники поп-звезды вели себя на мероприятии сдержанно, а после нее принц Джексон поделился в соцсетях архивными фотографиями с папой Ти. Музыканта Тита Джексона не стало в возрасте 70 лет. Он скончался 15 сентября 2024 года из-за сердечного приступа. Он был третьим по старшинству в группе The Jackson 5, в которую входили братья Джеки, Тита, Джермейн, Марлон и Майкл Джексон. На сегодня Бигги Джексон делает карьеру в кинопроизводстве, заботится об окружающей среде и поддерживает близкие отношения со своими братом и сестрой. После многих лет частной жизни младший ребенок Майкла Джексона теперь привлекает внимание из-за конфликтов со своей 93-летней бабушкой Кэтрин. 20 марта 2024 года Бигги Джексон обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой запретить ей использовать деньги из имущества для оплаты судебных издержек, связанных с авторскими правами на музыку ее покойного отца. По данным многих информационных агентств, однажды пара подала иск в суд Лос-Анджелеса с протестом против сделки на $600 миллионов между имуществом Майкла Джексона и компанией Sony, хотя Бигги принял решение судьи о прекращении дела. Кэтрин все же подала апелляцию. The New York Post сообщила, что Бигги и его братья и сестра ежегодно получают $8 миллионов из активов своего отца. Кроме того, каждый человек также имеет право на специальную сумму денег по достижению 30, 35 и 40 лет. В 2020 году на свое 18-летие Бигги купил виллу с 6 спальнями стоимостью $2,6 миллиона в Калифорнии и переехал жить самостоятельно после 11 лет жизни с бабушкой. По данным Celebrity Net Worth, по состоянию на февраль активы Бигги Джексона достигли $150 миллионов США.